Аниме в радость, хентай в сладость. Японские педофильские лобби. Малолетки, спящие с пожилыми Патао. Правительство, которое закрывает на все это глаза. Искалеченная честь и сломленные судьбы. Япония, школьницы и проституция, дети как товар. Все это в телепередаче Loli Shade. Не забудь поставить лайк и подписаться, для меня это очень важно. Тема сегодняшнего видео – эксплуатация несовершеннолетних в Японии. В частности, эта тема касается девушек школьного возраста. Я долго думал, каким же сделать это видео. Что-то типа лолички, писечки, 8 лет строгача. Но решил, что мало ли кто посмотрит видео и заинтересуется. К тому же дети простолюдинок уже давно обсосали эту тему как могли. И разговор будет в основном не о 2D лолях из аниме. Я сам обожаю лолей, и большинство моих вайфу не достигли совершеннолетия. Но об этом в другой раз. А пока поговорим о реальных 3D-тян. Доски топ, дойки сосать! Одобряю. Но перед началом хочу объяснить, почему не было роликов. А вот поэтому. Как только я хочу снять ролик, я смотрю в зеркало и думаю, не, сегодня я какой-то урод. И так происходит каждый день. Чудо не случается. Так что поддержи меня лайком, если ты обаятельный самурай и тебе в принципе плевать. А также ставь лайк, если ты неприглядный ранин. Сплотимся. Япония одна из самых женоненавистнических из развитых стран. Но несмотря на высокий уровень развития и, казалось бы, демократическое правительство, права женщин в этой стране так или иначе ущемляются. В Японии женщина считается скорее приложением к мужчине, поэтому если есть выбор брать куна или хоть и перспективную, но тян, выберут мужчину. Для приема на работу расскажите сначала о себе, пожалуйста. Такс, я имею 5 высших образований, бакалавр инжиниринга, мастер нанотехнологий, маг-чародей и мастер-джедай с IQ 228. Извините, но у нас работают только лучшие. Есть еще много различных ограничений и предрассудков, которые давят на девушку. Если хочешь разбор ситуации дискриминации между полами в Японии и жизни японок, то ставь лайк и подписывайся на канал. Вернемся к теме. JK или Дёси Косей. Так в Японии называют культуру школьниц. JK взяло свое начало в далекие 90-е годы минувшего века, но полностью подчинило японцев лишь в начале нулевых. Сегодня школьницы есть везде. На билбордах, телеэкранах, они изображены на страницах манги и в аниме. Реальные молоденькие девушки, некоторые из которых даже не окончили среднюю школу. Большинство все же возраста старшей школы. Стоят на улицах в разных костюмах, горничных, героинь аниме, просто в школьной форме и зазывают людей в различные заведения. Снимаются в рекламе, собирают залы фанатов, а также встречаются и гуляют с людьми за деньги. В общем, школьницы есть абсолютно везде и в любой сфере. Свободная касса. Чёртовы рудники. Серега, подай ключ на 12. Итак, что же побуждает милых девушек искать подобные работы? Конечно же деньги, которые всегда нужны подросткам. На новые платья, телефоны, походы с друзьями в кино. В общем, на карманные расходы. Ну а также различные личные проблемы, такие как проблемы в семье или одиночество. Существуют разные причины. Ну и плевать, что ему 54 года. Конечно, пукан дряблый как рукава. Однажды обтрестался, прям когда мы его пинсуху снимали. Но зато я собрала все стикеры. Лоли, которые хотят подзаработать, вступают в специальные клубы, которые собирают вокруг себя гаремы из школьниц. Они же и занимаются организацией свиданий. Теперь давайте подробнее разберемся в самой работе девочек. Девочки предоставляют абсолютно разные услуги. Прогулки с клиентом по улицам города и работы в JK-кафе, где можно побеседовать с одетой в форменную одежду старшеклассницы или сыграть с ней в игру. До специальных фотосессий в стиле косплей или более близкие услуги, обнимания, массажи, совместное лежание на кровати. Без сексуального контакта, конечно. Ну и прочих видах расслабляющего отдыха. Центром JK по праву можно считать район в центре японской столицы Акихабару.
Там каждый день стоят школьницы, которые предлагают посетить какое-то кафе или прогуляться с ней. А также там очень популярны различные концерты GK групп. Но самой популярной услугой в GK бизнесе является прогулка с миловидной Лоли. Но эта же услуга является и самой опасной для самой школьницы. Если хочешь узнать о подобных услугах в России или о том, как это процветает в онлайне, причем в весьма необычной форме, ставь лайк, и я обязательно об этом расскажу. Проблема заключается в том, что по идее безобидная работа, вроде раздачи листовок и бесед с разными людьми, может обернуться весьма трагически для девушек. Ее могут просто изнасиловать, а также она может быть втянута в проституцию. Также считается, что в GK-компаниях может процветать торговля людьми. Школьницы, как правило, начинают заниматься проституцией не по своей воле, их продают. Девочка может пойти на, казалось бы, обычное свидание за деньги, но многие клиенты и работодатели ждут чего-то большего. Махая перед девочкой деньгами или силой могут завести ее в лав-отель, где она и лишится детства. Легально ли это? Проституция среди несовершеннолетних считается в Японии нелегальной, но при этом правительство и органы власти очень терпимо относятся к ее существованию. Согласно законодательству, совершеннолетие в Японии наступает в 20 лет, однако возраст добровольного согласия уже доступен после 13. У нас эти цифры другие, совершеннолетие в 18, а согласие в 16. Полиция не могла пресечь такие услуги девушкам, так как они делают это добровольно и формально получают деньги за другие услуги. В чеке написано одно, а делают они другое. Ну и мужчины не наказывают неохотно. Бывают случаи, когда обвиняют во всем именно девочек. Наверняка кто-то уже начал заказывать ближайший рейс к Японии. Может ждать отмену. Там вышел закон, запрещающий девушкам школьного возраста идти на такие свидания. Возможно, это как-то урегулирует всю эту ситуацию, и чтобы найти лолик, придется сильно постараться. Но есть и хорошие новости, там легализована проституция. И потому найти молоденькую совершеннолетнюю японку в школьной форме на первом этаже здания и заняться с ней сексом на втором будет легчайшей задачей. Своим видео я хотел не только донести простую истину, что детей нельзя насиловать, но и сказать, что лоли в аниме и лоли в реальной жизни сильно отличаются. Любите 2D лоли и не едите 3D. Сайонара и удачи, самурай!